Тогда, когда жалость пройдет, увлечение культурой тоже пройдет. Кирилл Карабец — это Мендельсон наших дней. Вместо 2 четвертей 3 продирижировал. Приезжаешь на постановку, и режиссер вдруг начинает делать какие-то вещи, которые не находят какого-то отклика внутреннего. Есть список людей на каждую там позицию, по номеру приоритета даже есть. И вот когда освобождается какое-то место, они звонят сначала первому, потом второму. Если второй не может, звонят третьему. Действительно, искусство, музыка, совместное музицирование способно вывести нас из кризиса человеческих отношений. Не всегда конфликтный способ позволяет вот эту систему координат как бы наладить. Чаще всего не позволяет. Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сегодня находимся в Английской национальной опере, и у нас сегодня интервью с самым известным украинским дирижером, главным дирижером Бонневского симфонического оркестра Кириллом Карабецем. Если посчитать количеством дней в году, сколько примерно дней в году ты выходишь на коллектив, выходишь репетировать? По-разному. Совсем бывают разные такие цифры. Ковид, например, вообще ничего не было. Ну, в нормальное время. Ну, нормальное время бывает по-разному. Я не считал количество дней. Но я один раз посчитал, у меня такой был очень загруженный год, когда я еще в Веймаре работал главным дирижером, и тут в Англии. То есть я посчитал, что в один год я продирижировал 90 концертов, не считая репетиций. То есть у меня было 90 выходов на сцену. То есть в этих 90 выходах на сцену было 3 оперные постановки. А оперная постановка — это где-то 7 недель репетиции. Вот. Ну, то Каждый есть, день? практически, вот когда начались, да, репетиции, где-то 6-7 недель. А есть у тебя какие-то ритуалы, не знаю, традиции перед концертом или после концерта? Ну, поспать, постараться поспать перед концертом, это помогает всегда. А бывает так, что не получается поспать? Бывает, да. В Англии, например, всегда репетиции во второй половине дня, генеральные. Ну, часто. Вот у нас в оркестре всегда во второй половине дня, поэтому поспать никак. В твоем интервью, которое ты давал в газете «Культура» в 2009 году, ты говоришь: когда так много всего происходит, и напряженный ритм жизни разрывает на части, единственная возможность сохранить себя — осознать, зачем ты это делаешь. Зачем ты это делаешь? Ну, много есть, наверное, причин. Главная причина — это, наверное, это мой способ такой вот общения с миром. То есть через дирижирование, через музыку — это мой способ контакта вот с миром, с какими-то ощущениями, которые вот в других видах деятельности мне не получается переживать. Наверное, так. С какой страной сейчас связана большая часть твоих проектов? Ну, в данный момент с Англией. Андрей, а бывает так, что ты отказываешься от предлагаемых проектов? И если да, что может стать причиной отказа? Ну, бывает, конечно. Ну, причины могут быть разные. Например, времень, там, график не позволяет, например, уже кому-то что-то пообещал, или что-то уже стоит в расписании, а просто технически невозможно. Бывает, там предлагают какой-то концерт с какой-то программой, которая мне не нравится, например, не хочется совсем ее дирижировать. То есть для меня как бы в самом отказе нету ничего такого. То есть это не игра с собственным эго. То есть если получается, я всегда пытаюсь найти возможность, чтобы выступить и продирижировать. А если по каким-то причинам не получается, тогда получается отказ. А если это Нету какой-то... такого, что я там вот, ой, мне не хочется, у меня там нет настроения. Всё. То есть я всегда ценю, когда меня кто-то приглашает. Это всегда очень приятно и ценно, когда тебя кто-то ценит и хочет видеть. Вот какой-то оркестр тебя приглашает. Это ценно очень, приятно. Поэтому я этим как бы дорожу всегда и пытаюсь найти возможность, чтобы это получилось. Если это какой-то рискованный проект, вообще риск подстегивает тебя, или ты не особенно рисковый человек? Ну, конечно,
Дирижирование – это риск. Мгм. Сама природа этой профессии, она рискованная. Вот потому что никогда не знаешь, как будет концерт. Поэтому ты всегда находишься в поле таком неведанного. Ты как бы себя бросаешь во что-то и смотришь, как оно происходит потом дальше. Ты не можешь заранее сказать, как это будет. И выбирать для себя какие-то гарантированно успешные вещи. Каждый Мгм. концерт это риск. А что вообще самое сложное в профессии дирижера? Дирижирование. Ну, в дирижировании, наверное, самое сложное это быть в таком состоянии внутреннего настроя, которое тебе позволяет очень четко найти свое место вот в процессе среди людей. Сиюминутно или в принципе Ну, сиюминутно и долгую? и в долгую. Мгм. Ну, на каждой репетиции, в каждом контакте с музыкантами дирижер имеет определенную роль. И эта роль может меняться, она не всегда одинаковая. Мгм. Бывает, дирижер нужен для того, чтобы просто помочь элементарно людям играть вместе. Мгм. Вот они сидят далеко, или певец, например, на сцене не слышит оркестр в такой степени, чтобы с ним как бы соприкасаться напрямую. Поэтому есть дирижер, который координирует это. Мгм. Есть моменты, когда нужно просто диктовать свою волю, потому что все рассыпется иначе. Люди Мгм. бывают неуверенные, им нужна какая-то... То есть эта роль, она такая очень гибкая. И вот понять, в какой момент использовать какую из этих функций, которая приведет к максимально правильному, хорошему результату, вот это таком быть в состоянии, когда у тебя идет правильный выбор вот, способов воздействия на ситуацию, которая приведет к наилучшему результату. Вот, наверное, это самое трудное. А это приходит только с опытом или это какое-то врожденное качество? То есть как бы личность? Ну, это и с опытом, и внутреннее инстинктивное такое ощущение того, как м, может быть. Потому что музыка это не математика. То есть ее невозможно э, доказать, вот, что правильно, а что неправильно в музыке. Мгм. Музыка это субъективная очень такая. То есть, и единственное, кажется, Мравинский говорил, что музыка не может быть правильной и неправильной, она может только быть убедительной или неубедительной. То есть, если музыка убеждает тебя, вот она производит впечатление на тебя и тебе дает какую-то информацию, значит, она правильная. Мгм. Вот. Но это тоже а, м, мы знаем примеры, когда совершенно разные там интерпретации, абсолютно крайне противоположные, производят разное впечатление. Мгм. Вот поэтому тоже правды нет в музыке никакой. А ты ушел из пианизма, потому что развилась боязнь сделать ошибку. А в дирижировании ошибки нет? Не может быть? Ну, конечно, может быть, в любом деле может быть ошибка. Но смотря какая, что значит ошибка. В дирижировании ошибка может быть, она может проявляться в разных как бы формах. Ошибка может быть техническая, ну, грубо Мгм. говоря, вместо 2 четвертей 3 продирижировал. Может такая быть ошибка. А может быть ошибка темповая, то есть Мгм. может быть ошибка, вот неправильный выбор там определенного или темпа, или нюанса. Может быть ошибка в отношениях с людьми, то есть неправильный метод репетиционный выбрал, Мгм. и это не привело к такому результату. Ну, то есть много может быть разных ошибок. Ну, конечно, ну а как может человек не совершать ошибки? Вот. Ошибки это же самое главное. Это самое главное, то, что нас вперед вообще ведет и развивает. Это ошибки. А как ты вообще относишься к своим ошибкам? Ты самокритичный человек? Ну, конечно, ну, я со временем понимаю, что ошибки это то, что нас развивает. Когда мы сделали ошибку и проанализировали, мы стараемся ее уже не делать. Значит, мы стали лучше, мы стали более опытными. А как, если нет ошибок, как опыта набираться? Если Мгм. все правильно все время делать. Так а что такое правильно? Вопрос. Да. Ну вот, поэтому, ну, ка- каждый человек имеет право на свой какой-то путь, на свои ошибки, наверное.
Ну, такой общеизвестный факт, что английские оркестры, они отличаются навыком чтения нот с листа. У них Мгм. этот навык очень хорошо развит. Мгм. Есть вообще какое-то объяснение, почему этот навык здесь так хорошо развит? Ну, это, наверное, просто вот их реалии таковы, что если ты хочешь быть музыкантом, если ты Мгм. хочешь работать в хороших, высококачественных оркестрах, ты просто не можешь по-другому, потому что репетиций мало. Вот. Мгм. В Англии репетиций просто мало. Ну, мало это сколько? Какая цифра? Ну, Практика 3 репетиций, то есть ну, это... разные бывали ситуации. Бывали у меня ситуации, когда одна репетиция перед концертом. Это новое произведение? Прям... Ну вот с не своим оркестром, Мгм. когда меня приглашали в Лондоне, Мгм. в Royal Festival Hall, не буду называть оркестр Мгм. сейчас, вот одна репетиция. А это связано с чем? Это Что не хватит связано с языка? финансами, это связано с залом, Мгм. много факторов есть. Мгм. Но бывает так одна репетиция. Всё. В Германии, например, такое очень редко случается. Поэтому немецкие музыканты, они привыкли к большему количеству репетиций. То есть они относятся к репетициям как именно к моменту вот работы, усвоения материала. А в Мгм. Англии репетиция это когда ты приходишь и уже сводишь. То есть ты практически всегда на репетицию приходишь уже подготовленный. Мгм. Вот. Ну и вообще английские оркестры, ну не только оркестры, вообще Англия отличается вот скоростью. Ну, не знаю, это и от того, что время деньги, может быть, в каком-то смысле. Ну, в принципе, они, вот менталитет их такой, они очень эффективные и быстрые люди. Знаешь, у меня совсем другой опыт, потому что они постоянно очень, если какой-то проект, это должно готовиться за полгода, А это за чопорность. год. Да, да, это чопорность, есть такое То тоже. есть вот так вот, если пришла идея, и ты звонишь и говоришь, что у меня такая идея, и там дедлайн месяц, на что-то, Не, нет. да, 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 это есть такое. Это, ну, это нужно понять. Ну а в чем быстрота тогда? Быстрота в Англии, ну вот я тоже, когда в первые годы приезжал сюда, для меня все было очень странным, непонятным. Я не знал, как вот в этой ситуации вообще себя найти, как функционировать. Но я как-то интуитивно так вот, я бросал себя. Вот да, в Англии они очень не любят неуверенности. Не любят. Не любят. Мгм. Особенно в планировании чего-то. Мгм. Ам, Вот они не любят, м, когда непонятная такая вот мутная вода. А если структура как бы описана, Мгм. она, то есть понятно, вот сюда пошел направо, потом повернул налево. Вот когда это понятно, они работают очень быстро. Мгм. Они уже потом не думают. Вот им нужно как бы они приобретают 90% уверенности вот в самой схеме. Когда эта схема вырисовывается, они как Rolls-Royce по ней Мгм. едут. Но продумывают эту систему очень-очень чопорно, просто до невозможности. Вот каждую деталь по 20 раз перепроверяют, а если тут так, а если тут не так. Вот это очень странно для меня всегда было. То есть Но я потом просто понял, что ну, вот так они функционируют. Но зато если ты пройдешь вот это все, потом это удовольствие. То есть, если, например, какой-либо проект представить как отрезок, 10 сантиметров, 9 сантиметров это будет подготовка, 1 Да, сантиметр это да, 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 реализация, да, да? да. Но реализация, когда ты пройдешь вот эту всю подготовку, она очень-очень приятная всегда. Ну, вот если, например, такое маленькое количество репетиций. Одно Мгм. дело читать произведение с листа, когда ты с ним знаком, как слушатель или как исполнитель. А если читать с листа совсем незнакомое произведение, если особенно современной музыки, образец современной музыки, как здесь решается вопрос? Там, по идее, Ну, в одной нотации разберись. ну да, но просто когда ты многие годы, каждый день играешь какой-то новый репертуар, бывает и в разных оркестрах, музыканты вот в Лондоне, это же вообще феноменальное какое-то явление. То есть они, во-первых, у них же, ну, кроме оркестра BBC,
Это все оркестры как бы фриланс. Не на контракт. Да. Мгм. И музыканты кочуют из одного оркестра в другой. То есть сегодня он утром может играть там с London Philharmonic, потом вечером у него концерт там с другим оркестром, потом завтра опять репетит. То есть вот А у них у такая каждого есть менеджер. круговорот. Кто, вот, Нет, нет. кто решает эти Ну, это вопросы? оркестровые, есть у них в каждом оркестре есть человек, который собирает, у них есть список людей на каждую там позицию, там по номеру приоритета даже есть. И вот когда освобождается какое-то место, они звонят сначала первому, потом второму. Если второй не может, звонят третьему. И вот такие вот у них прямо списки, вот такая система. Она такая очень-очень необычная, но она работает. Я когда готовилась к интервью, и я узнала один из фактов твоей биографии, и подумала, вот, Кирилл Карабец– это Мендельсон наших дней. Потому что, как и Феликс Мендельсон, ты возрождаешь произведения забытые, произведения старинных мастеров. Совсем недавно вы исполнили с Турнским симфоническим оркестром виолончельный концерт Федора Якименко, который ты сам нашел. Ну, ты не только это произведение, ты и сына Баха произведение нашел, и забытую оперу Телемана. Скажи, когда нет вообще никаких интерпретационных ориентиров, это сложность или наоборот это благо, потому что это дает дирижеру неограниченную вообще свободу? Сначала я бы поставил на первое место слово сложность. Потому что ты не знаешь, ошибка здесь, в этой гармонии, или так должно быть. То есть приходится включать такой аналитический ум, бывает часто. Мгм. Ну, потому что если ноты не изданы, есть один манускрипт, бывает композиторы ошибаются, бывает что-то не видно, или старые ноты. То есть приходится часто, вот как в случае с виолончельным концертом Якименко, я сидел просто несколько месяцев. Ну, Мгм. потому что в оригинале очень-очень много ошибок было. Ошибок, и ты как бы чувствовал себя вправе исправить эти Ну а ошибки. кто? Кто-то должен на себя это взять. А ошибки в плане... Диеза не хватает, знак неправильный, нота, строчка съехала, нота не на той строчке, то есть гармония неправильная. Вот это все я сидел, играл, выискивал логику какую-то, почему так, а почему по-другому, не так. То есть ну, кто-то должен, обычно это издатель делает или сам композитор, но в данном случае просто выход другого То не есть ты было. тут уже выступаешь еще и как редактор, Ну, да? конечно. Мгм. Ну, кто-то на себя эту ответственность должен взять. То есть сложности, да? Благо, оно такое Ну, относительное. да, но зато потом, когда ты выходишь на оркестр, и ты, Результат своего да, и труда. ты играешь произведение, которое никогда не звучало, было написано 100 лет назад, Мгм. и никогда не звучало. Это феноменальное чувство. Ну, я представляю, работа в архиве, она такая трудоемкая и занимает огромное количество времени. Как ты находишь для этого время, если ты действительно имеешь такой очень плотный график, и почему ты это делаешь? Это вопрос приоритета. А, В данном случае, ну вот как в случае с концертом виолончельным, я просто понимал, что такое невозможно упустить. Ну, не то чтобы упустить, то есть дело не во мне вообще, а просто сама ситуация, она уникальная. Мгм. Таких ситуаций мало бывает. Ну, вот А как ты в вообще жизни узнал? музыканта. Поэтому я понял, я почувствовал себя как бы проводником. То есть я Мгм. увидел какой-то источник и себя в роли проводника. Вот. То есть если я бы этого не сделал, наверное, вот он бы и дальше так лежал там. Мгм. А так я потратил время, потратил силы. Вот, и мы сделали очень красивый, позитивный такой проект и исполнили совершенно новое, никому неизвестное сочинение. Это же очень приятно. Ясно. А в твоей профессии оперное и симфоническое дирижирование, оно сосуществует на равных. Если сравнивать эти два типа дирижирования, можно сказать, что в симфоническом дирижировании сам дирижер обладает большей свободой, потому что он не должен соотносить свое видение музыки например, с видением музыки режиссера, как это бывает в оперной постановке. Мне кажется, оперное дирижирование, оно, ну, трудно сказать,
я бы не сказал, что оно сложнее, но оно захватывает больший спектр как бы вопросов. С оркестром проще. То есть у тебя репетиция, ты пришел, оркестр пришел, там отрепетировал, сыграл концерт. А с оперой, во-первых, есть оркестр, во-первых, есть певцы, есть режиссер со своими идеями, который делает постановку. Роль дирижера, она в каждом случае отличается, она разная. Например, с режиссером нужно, во-первых, найти понимание в плане постановки, в плане идей каких-то постановочных. Бывает, что нет понимания с режиссером. Ты приходишь на оперный спектакль, то есть приезжаешь на постановку, и режиссер вдруг начинает делать какие-то вещи, которые тебе совершенно вот, они не находят какого-то отклика внутреннего. А что делать, если нет Но понимания? приходится как-то себя, ну, не то чтобы заставить, а пытаешься посмотреть на произведение со стороны режиссера. Это как, например, было с Бариковски, когда была постановка Мусорского Бориса Годунова в Цюрихе, и ты говорил в интервью Ирине Никитиной в 2019 году, что ты буквально заставлял себя найти в себе место для признания его идей. И очень часто приходится делать это, и ты такой дирижер очень вежливый и сговорчивый, что ты можешь найти в себе силы заставить себя принять чьи-то идеи. Не было у тебя никогда, что были настолько противоречия? Ну, в Борисе Годунове, например, мне много чего нравилось, много чего я как-то чувствовал так же, наверное. Ну, если не так же, то мне как бы импонировала эта его идея. Но некоторые идеи, вот, как, например, вот он видел Бориса Годунова таким вот вечным страдальцем. Мгм. Вот он его все время показывал вот с первого момента. Вот он, выйдя на сцену, вот ты видела перед собой страдальца. Мне, например, не хватало в Борисе Годунове каких-то других вещей, которые я хотел бы видеть в нем, как в персонаже. Вот. Но он, например, так видел. Но приходилось за счет музыки какие-то вещи делать вот, интуитивно. Ну, бывает по-разному с режиссерами. Ну, я всегда как бы не ищу конфликт. Мгм. То есть я пытаюсь уходить от конфликта, потому что, ну, конфликт, он как-то, ну, вот из моей практики он ничего хорошего никогда не приносил. То есть можно добиваться каких-то своих желаний конфликтным способом. Есть такая тактика. Ну, она, мне кажется, в конце концов, она не является очень результативной, потому что музыка это не про то, кто победит, Мгм. кто заставит других подчиняться своей воле и своему мнению. Это не об этом вообще. Музыка это про обмен и коллаборацию. Если коллаборации этой нет, то силой ее очень трудно как бы создать. Значит, она, если есть, то вот на уровне таком внутреннем, интуитивном между людьми. А если ее нет, то сила это очень трудно сделать. Ну, то как заставить силой любить. Очень трудно. Лучше и правильнее где-то уступить для общего блага, чем добиться своего конфликтом и потом поставить под вопрос, то есть сделать спектакль демонстрацией победы своих идей каких-то, которые могут не работать в конце концов потом для всех. То есть опера и музыка работает, когда есть какой-то энергетический стержень в ней. Вот она тогда привлекает к себе публику, она производит впечатление. А этот энергетический стержень, он может, это очень такой деликатный процесс. Это нужно создавать вместе его. Вот как команда людей собирается, и они вместе начинают вот конструировать эту
эту энергию. А если этого нету, то это очень трудно как-то так вот заставить Мгм. силой. Ну, бывают ситуации разные. Бывает, не получается такого. Ну, вот уже как есть. Ну, а что? Я же не виноват в этом. Я соглашаюсь, и мне хочется продирижировать какое-то произведение, какую-то оперу. Я приезжаю, а вот Нет, ну это наоборот, это такая некая мудрость ну, музыкантская, ну да, ну дирижерская. нужно искать выходы, вот я и стараюсь. Но ответить на твой вопрос, не всегда конфликтный способ, он позволяет вот эту систему координат как бы наладить. Мгм. Не всегда. Чаще всего не позволяет. Ты сейчас репетируешь «Мертвый город» Конгарта в английской опере. Мгм. Это новая партитура для тебя? Да. Были или, может быть, есть до сих пор какие-то сложности в интерпретации, в понимании этой музыки для тебя? Потому что музыка и сам сюжет оперы, он достаточно такой непростой. Вопросов таких глобальных у меня нету. Мгм. То есть мне понятно, в принципе, вот о чем это, каким способом композитор пытается это сделать. Мне эти вопросы понятны. Вот другой вопрос, что технически она очень-очень непростая, эта опера. То есть для певцов это, для тенора вообще это, то есть Почему это неудобный диапазон? Или это очень ну, такая... просто партия очень насыщенная, она Мгм. очень интенсивная, высокая. То есть тенор практически в каждой сцене, то есть он поет почти все время. И поет в таком интенсивном очень формате. А это такое Экспрессия, как типа экспрессивно, драма крика. ну, не то чтобы драма крика, но э, я думаю, эти партии можно сравнить с какими-то партиями Вагнера, наверное, по интенсивности. Мгм. Вот. Но ткань, сама материя музыкальная, она непростая, она очень такая современная по языку. Вот есть и это. Есть оркестровка, такая немножко перегруженная, но очень интенсивная, очень такая красочная, интересная. Поэтому сбалансировать это с певцами очень непросто. Приходится какие-то нюансы просто уменьшать в оркестре, потому что ну, потом есть какие-то моменты, связанные уже с этим залом. Фантастический зал, этот лондонский Колизеум. Но есть свои акустические какие-то здесь моменты, которые только дирижер может правильно выстроить. Баланс, краски, звучание такое или другое. При этом тот факт, что репетиций немного, я даже сказал, очень мало репетиций для такой оперы. А сколько? Ну, оркестровых, сценических репетиций у нас 4 всего. Четыре репетиции. До этого было 4 только с оркестром. И все. То есть 4 отдельно оркестровых, 4 совместных. Четыре оркестровых, 2 сидячих, как у нас называют, это без сцены, и 4 сценических. Мгм. Это очень мало для такой оперы. В общем, это произведение не репертуарное, очень редко исполняемое. Поэтому материал новый для музыкантов и все. Но они очень-очень быстро реагируют. А сама тема. Тема сумасшествия этого главного героя, который одержим идеей своей умершей жены. Я понимаю, что в 20-е годы 20 века это было очень актуально. Ну, тем Вспомним более, того же Шонберга «Ожидание», и Воцика Берга, и Яночка из мгм. «Мертвого дома». А сейчас насколько актуально это? Тогда, да, она была актуальная. Это послевоенное время, поэтому тема потери близкого человека и его как бы возвращения, это была такая тема, она в воздухе витала. Ну, в данном случае для нас это уже отдалилось во времени, то есть трудно сказать какую-то такую глобальную теорию, что эта опера должна вызывать, какой спектр ощущений. Я думаю, у каждого человека есть право на свое какое-то видение и переживание этого сюжета. Но для нас, ну, в данном случае для меня, вот просто феномен этой оперы находится в смелости ее,
есть ему было 23 года, когда он написал ее, Мгм. что тоже является вообще феноменальным абсолютно фактом. Вот, но сама смелость его, вот, музыкальный язык, который он использует, и вот это абсолютно феноменально. Насколько он, не боясь, перегружает партии вокальные, но делает это как бы без... то есть, это вызвано самим сюжетом. То То есть есть, это художественно обосновано. да, да. Это не то, что там бравада молодого Да, композитора. да. Оно все очень-очень обосновано у него. Но, просто представить себе 23-летнего композитора, который так ориентируется в стилях и так ориентируется в оркестровке, и таким красочным музыкальным языком обладает. Мгм. И какой получается результат, это абсолютно феноменально. То есть я такой второй оперы не знаю. Постановка, которую ты сейчас дирижируешь, репетируешь, это твое возвращение в английскую оперу спустя более 12 лет. В М. 60-м году ты дирижировал Дон Жуана в Да. спектакле. With passionate devotion, as countless these emotions press within my heart, as countless these emotions wrestle within my heart, wrestle within my heart, within my heart, wrestle within my heart, within my heart, wrestle within. Сегодняшней постановки. То есть это опера 20 века. М. Она тоже в духе нового времени, тоже в духе Ну, в режиссерского этой жанра. постановке, просто сам факт, первое, то, что мы ее исполняем без купюр, Мгм. это была моя идея, и я ее, А традиционно она ну, исполняется конечно, с купюрами, да? практически всегда, да. Мгм. Ну, потому что просто певцы физически не могут Мгм. это спеть. И сколько она всего длится, если без Ну, купюр? она 2 часа 20 минут, наверное, чистой музыки. То есть не очень много, но для музыки такой интенсивности это, то есть практически все постановки, которые я знаю, они все с купюрами. Мгм. Так, без купюр еще. То есть просто А услышать, эту музыку, услышать и увидеть эту музыку вот в своем как бы целостном, в целостной форме, вот так, как она была написана, это очень большая редкость. Это первое. Мне очень нравится постановка. Постановка, с режиссерской точки зрения, она очень такая, свежая. Много разных идей режиссерских интересных, которые вызваны сюжетом. То есть в данном случае режиссер не пытается свою какую-то историю нам рассказать, как часто бывает. давай назовем имя режиссера, это Аннелис. Маскимон, да. То есть она, вынимает все свои режиссерские идеи Мгм. из музыки, из, сюжета. Это очень важно. Поэтому то, что человек будет видеть, будет абсолютно соответствовать авторскому желанию и задумке. Вообще вот увидеть эту оперу редко можно вот в таком виде, в котором мы это будем показывать. Это просто большая редкость. Мы очень ждем, когда мы это увидим. Ты один из самых главных, на мой взгляд, интерпретаторов украинской музыки за рубежом, и ты это делаешь очень успешно, эффективно. И самое главное, начал это до того, как это стало всеобщим трендом. И спасибо тебе вообще большое за то, что ты это делаешь. Но в интервью, которое ты давал в 2015 году, и оно опубликовано в издании Music Review, ты говоришь: разве можно говорить о повышении интереса к украинской культуре только потому, что в европейских новостях стали чаще упоминать нашу страну в сводках боевых действий? Не думаю, что можно протолкнуть нашу культуру на Запад, пользуясь нынешней ситуацией на Востоке. Это негативный повод. Раньше говорили о Чернобыле. Когда же нас будут ассоциировать с позитивными вещами, культурными и научными достижениями? В глазах европейцев мы бедные, несчастные, пострадавшие от войны, нам надо слать пайки и вещи. Слишком много у нас трагедий. Нужно искать светлые темы, а не пользоваться заезженным имиджем несчастных и обездоленных людей. По прошествии этих 8 лет изменилось ли у тебя отношение к методам популяризации украинской музыки? Нет, я еще больше убежден, вот в тех словах, которые ты сейчас прочитала. Мне, честно говоря, очень отрадно слышать это. Я полностью разделяю твою позицию. Вот скажи мне, почему это важно? Почему нужно избирать
такой метод популяризации? Потому что с точки зрения психологии это более легкий путь. Почему нужно такой? Ну да, но если ты связываешь с этими ощущениями как бы моменты продвижения культуры, то эти ощущения рано или поздно заканчиваются. То есть ощущение жалости, оно может продолжаться какое-то время только. То есть нужно поставить какой-то А потом, инфоповод. и если ты привязываешь к этому ощущению жалости увлечение культурой, значит, тогда, когда жалость пройдет, увлечение культурой тоже пройдет. Мгм. Вот мне кажется, это просто с практической точки зрения неправильный подход. Культура это, если у тебя есть какая-то глубокая культура за тобой, и ты хочешь ей поделиться, Мгм. это нужно делать напрямую. Не нужно искать какие-то привязки к чему-то. Нужно говорить о культуре и увлекать людей именно культурой, а не увлекать культурой, потому что война. Мгм. Вот мне кажется, это просто неправильно. Еще твоя одна цитата, очень важная для меня. В 2021 году, это как раз было постковидное время, ты говорил: такая жизнь настала, что человеческие отношения только и могут спасти. Больше у нас ничего не осталось. Только простые музыкантские отношения и общение друг с другом. Как бы ни трудно это было, единственное, на что есть надежда, что выведет нас из этих кризисов, в которых мы сегодня пребываем. А музыка построена на общении. Поэтому надежда, как всегда, на музыку. Сейчас уже прошло 2 года, и вот этот вот повод разобщенности людей, он более трагичен, более силен, и сама разобщенность людей имеет другой характер и гораздо страшнее, чем ковид, который вот, как бы прошел. Как тебе кажется, что действительно искусство, музыка, совместное музицирование способно вывести нас из кризиса человеческих отношений? Если да, то как ты как говоришь, мы должны действовать? как ты говоришь, музыка, она для того и существует в нашей жизни, чтобы объединять нас. Мгм. Это не я говорю, это ты Чтобы, говоришь, что я слышала твою статью. То есть я это не придумал. Я Я понимаю. просто как бы согласен с таким видением, вот роли, видением одной из ролей музыки вот в нашей Мгм. жизни. Кроме там удовольствия, развлечения, еще чего-то. Музыка это такая материя, к которой присоединяются разные люди, и им вместе хорошо. Поэтому мне кажется, что в то время, в которое мы живем сейчас, надежда, да, очень большая на музыку. Потому что музыка это такая неконфликтная зона, в которой можно, независимо от того, кто ты, откуда ты, какая у тебя национальность, какие у тебя взгляды, Какой у тебя на язык? какие-то, да, вот это все, несмотря на твои все отличия, а, ты можешь найти точки соприкосновения и зацепиться за них. И чувствовать себя вот вместе с кем-то. И достичь Независимо от того, кто этот человек. Ну вот абсолютно независимо. Вот у тебя есть какой-то стержень, который тебя с ним связывает. И вот это всегда приятно и ценно, потому что люди должны быть вместе. Их пытаются часто очень разделить какие-то обстоятельства, какие-то события, какие-то взгляды. Но люди должны искать способа, искать друг в друге позитив. Как бы трудно это ни было. Будем надеяться, что твои слова до Богу в уши и будут услышаны. И мы найдем этот позитив, и совсем наши человеческие отношения не разрушатся. Спасибо тебе большое за интервью. Будем ждать Всегда с рад. нетерпением премьеры. Да. Я, знаешь, заблаговременно не иду на саму премьеру, чуть попозже, потому что с тем расчетом, что первых Да. пару постановок это Да, дополнительные это будут те репетиции, репетиции, да, которых не хватало, да. 100%.